Я вообще в российский футбол не верю. Зрителей тут, как говорит мой друг, полный петух. Пошел! Полудить на секторе там и такое, но... А я поехал в путь-дорожку дальнюю. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. Лето наступило, отличная погода, поэтому почему бы не пробить какой-нибудь футбольчик на велосипеде. Я пошел дальше и пробью их сегодня целых два. Для разминки я приехал на чемпионат Пушкинского района, где встречается футбольный клуб Звягино против футбольного клуба Кудринка. Счет уже 2-0, хотя прошло всего лишь минут 20 первого тайма в пользу Кудринки. Смотрим дальше, что же из этого получится. Для чемпионата Пушкинского района этот стадион новый. Кстати, стадион называется «Труд». Честно, даже не знаю, где найти, какова его вместимость, какая команда здесь домашняя, потому что мы находимся, как я понимаю, поселок Пироговский. Команда играет не отсюда. И играет ли вообще команда этого поселка где-нибудь. Но стадион довольно-таки симпатичный. Я думаю, вы его увидите в фотоконкурсе русской команды за весну. Первый тайм закончился, счет остался прежним. Кстати, это всего лишь второй тур чемпионата Пушкинского района. В первом туре обе команды проиграли. Если Звягино проиграла разгром на Мамонтовке со счетом 1-7, то Кудринка проиграла 2-3, но честно не помню кому. Поэтому, в принципе, команда играет сегодня за первую победу в этом чемпионате. Пока идет перерыв, вышел за территорию стадиона посмотреть, что, собственно, здесь в городе. А тут рядом довольно-таки красивая, ухоженная территория. Город живет своей жизнью. В принципе, на футбол, я смотрю, всем по барабану. Вот прям рядом со стадионом поющие фонтаны. Довольно-таки симпатично и красиво. Сейчас покажу входную табличку. Вход на стадион — это особая часть самого стадиона. Иногда очень красиво все это выглядит, а иногда довольно-таки невзрачно. Здесь это выглядит вот так вот. Не знаю, тоже прикольно, почему нет. Скоро начнется второй тайм. Посмотрим, наверное, половину и двинем на следующий матч, а это закрытие сезона в Долгопрудном, где Долгопрудный встретится с командой из Великих Луг «Луки Энергия». Если по логике после перерыва команда Звягино должна была лезть отыгрываться, то по факту наоборот, ой, хорошо, и Звягино забивает свои ворота после навеса. Предпосылок, чтобы Звягино сейчас быстренько отыгралась, пока нету. Может быть, появится, тем будет лучше и интереснее игра. Следом за третьим практически сразу залетает и четвертый. Я думаю, эту игру уже не вытащить футболистам из Звягино. Самое обидное, на самом деле, если стадион прикольный, то зрителей тут, как говорит мой друг, полный петух. На двух трибунах наберется, наверное, человек 20, да это с учетом запасных, которые, не знаю, есть ли у Звягино, но, по крайней мере, точно я видел у футбольного клуба Кудринка. На чем я сегодня приехал на футбол? Правильно, на вот таком вот велосипеде. Почти досмотрел второй тайм. В принципе, он развивался по похожему сценарию, как и первый. Также в самом начале команда из Кудринки забила 2 гола, и потом игра пошла довольно-таки средняя, с обоюдными атаками, но я, по крайней мере, больше голов не увидел. Пора выдвигаться в Долгопрудный, едем с небольшим запасом, походим там лучше вокруг стадиона, там он намного интереснее, чем здесь. В целом, все, увидимся попозже, а я поехал в путь-дорожку дальнюю. Небольшая остановка на полпути, где-то между поселком Пирогово и, собственно, Долгопрудным. Немножко осталось до Дмитровского шоссе. Сейчас попью воды и дальше в путь-дорогу. Вода залетает получше пиваса. Хотя, я думаю, пивас тоже сейчас залетел, но все-таки я за рулем велика. Не стоит злоупотреблять.
Обозри пивас, белое и темное, эль, пшеничка нефильтрованная, балтийский портер или стаут. Ну вот я и на месте. Буквально в 5 минутах от стадиона «Салют» в Долгопрудном находится прикольное место под названием «Гарнист». Это небольшой паб, в котором можно попробовать различные виды пива, преимущественно от пивзавода 77. И сегодня в рубрике «Обозри пивас» будет пиво под названием «Мир and Beer». Это АПА. Ну что, не будем тянуть и будем пробовать. Ну, неплохое, в принципе, сейчас оно все идет как водичка после 30 километров намотанных на велике, поэтому и оценка будет хорошая. Романтика! Вот я и возле стадиона, уже идет второй тайм, пришлось пожертвовать первым, дабы обозреть пивас. Встретились с Мишей, с коллегой по цеху, скажем так, тоже увлекается парень граундхоппингом. Сейчас пойдем смотреть, собственно, сам второй тайм. В первом ничего интересного не было, счет 0-0. А вот счет 0-0, но вот залетел первый гол, я его, как обычно, не заснял. Ладно, идем ближе к стадиону на трибуны. Самый главный плюс аккредитации на футболе – это то, что тебя никто не трогает, когда ты снимаешь. Вот сейчас, например, я без аккредитации, и доставучий охранник сказал мне, чтобы я занял какое-нибудь место на трибуне. Не знаю, получится ли еще поснимать или нет. Как ты думаешь, какой будет счет сегодня на данной встрече? Я думаю, что 2-0. Ты не веришь в Луки Энергию? Нет. Не веришь, да? Я вообще в российский футбол не верю. Начнем с этого. Игра Долгопрудного более интересная, чем Луки. А Баженов... на поле. Ну ладно, Баженов. вон он. Тот вот толстенький дядька на дальней бровке. Баженов пес. Местный стадион, кстати, вмещает 3000 человек. Тут есть две трибуны, но зрители всегда пускают только на одну. Вот местная команда появилась аж в 1998 году, то есть на 2 года раньше, чем официально появилось фанатское движение в городе Долгопрудный. Изначально команда называлась так же, как и сейчас. Был промежуток с 2006 по какой-то год, точно не помню по какой, когда футбольный клуб назывался «Долгие пруды». В принципе, не слишком отличается название, но все же. Местное фан-движение появилось в 2000 году. К сожалению, сами пацаны об этом не хотят рассказать, поэтому расскажу про это я. Никто причем не помнит, какой был первый выезд. То ли в Шатуру, то ли в Коломну, если мне не изменяет память. Из друзей можно выделить, сейчас молодое поколение дружит с Щелково, с водокачкой Family, а из старых друзей, которые были и до сих пор остались, это Лобня и Дубна. Вроде бы никого не забыл, если кого-то забыл, то, пацаны, извиняйте. Забыл добавить то, что сейчас у местного фанатского сектора идет протест против руководства, собственно, как обычно, наверное, за неадекватное отношение к фанатам. А еще интересный момент, то что исконные цвета у Долгопрудного были желто-синие, чего и до сих пор придерживается фанатский сектор. А вот команда после ребрендинга сейчас бело-синие цвета и гостевая форма вроде бы синяя, но никак не желто-синяя. Я дошел до фанатского гостевого сектора. Ребята приехали из Великих Луг. Представься, пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Колосов, ну просто Колос. С 2014 года за Луки Энергию, ну, с самого основания клуба там нашего этого, да. И получается фан-движение в том числе. Фан-движение появилось с первого матча, со второго тайма, когда ребята просто решили собраться на один сектор и позаряжать так легкие заряды, там, ну, в одно-два слова, там, и так вот. Сколько примерно на данный момент насчитывает количество фан-движения на домашнем секторе в среднем? Хотелось бы намного лучше. Сейчас многие просто приходят, стесняются как-то выражать свои эмоции, там, да, больше приходят там, ну, полудить на секторе, там, и такое, но а вообще, ну, человек 5-10, как бы 15 бывает таких вот активных ребят. В лучшем случае, конечно, было у нас 40 там человек где-то на секторе, ну, на пару матчей ходили. Это было еще в МРО, Северо-Запад. Да, я, кстати, помню матч, когда я приезжал на как раз Северо-Запад, Луки встречались с Кинешмой, если не
не изменяет память. Нет, Как-то город. Кингисепп. Тоже очень крутой стадион. Кто не был в Великих Луках, всем советую. 14,77 почти. Сколько у тебя выездов? У меня, примерно за 60, я где-то после 35 где-то сбился со счета. В районе 60, да, всего. Из-за 14 года вот до 19 за 5 лет. Этот матч, он финальный, заканчивается. Последний матч, да, в этом сезоне у нас. Сезон, конечно, с одной стороны, мы в 1/32 кубка поиграли там с командой РФПЛ, Енисей, да. А с другой стороны, в ПФЛ мы могли бы более удачно выступить. И из этого плавно вытекающий вопрос, какие цели перед командой ставит фанатский сектор на следующий сезон? Я лично ставлю цель, хотя бы в тройке закрепиться, вообще закрепиться в верхней половине таблицы. Максимальная цель, я думаю, тройка, потому что ФНЛ мы еще не потянем вообще никак, я думаю. Это не вариант. Надеюсь, команда добьется данных результатов. Тебе спасибо большое за ответы. Все, спасибо. Все, спасибо. Тем временем Долгопрудный забил второй гол. Идет 85-я минута уже, я думаю, результат в принципе понятен. А я хотел сказать то, что с этого стадиона у меня начиналась, в принципе, наверное, так сказать, карьера автора на сайт русской команды граундхопперов. И отчет с этого стадиона можно прочитать в журнале «Скитальцы». Только я не помню, либо 8-й, либо 9-й выпуск. Вот сейчас будет такая заставочка данного выпуска, который, кстати, у меня лежит на память. Редакция «Скитальцев» отправляет эти журналы всем авторам, которые поучаствовали в создании. Собственно, вот у меня лежит такой экземпляр. Матч в Долгопрудном закончился со счетом 2-0 в пользу местной команды, с чем мы поздравляем фанатов. Отличное завершение сезона. А я поехал домой. Изначально собирался доехать до дома на велике, но пока ехал до станции Долгопрудного, моя пятая точка сказала, что делать этого не нужно. Поэтому сел на электричку, доехал до окружной. А уже оттуда я поехал в сторону моего ярославского направления, там быстренько перепрыгну на свою электричку и через часик уже буду дома. Обожаю, когда все запланированное получается именно так, как хотелось. Я уже возле дома, уставший после велоезды, но получивший неимоверное удовольствие от посещения 2 футбольных матчей. Конечно, мне бы очень хотелось расширить географию своих выпусков и также улучшить их качество. Ты можешь мне в этом помочь. Как это сделать, ты узнаешь в описании к этому видео. Если тебе понравился этот выпуск, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Как обычно, я разыграю комплект стикеров и крутой немецкий фанзин, за что отдельное спасибо Юрию Макшопу. Чтобы поучаствовать в этом конкурсе, тебе всего лишь нужно сделать репост записи с данным видео с моей страницы ВКонтакте, и также, естественно, быть подписанным на мой канал. А сейчас не прощаемся.